Дорогие мои подписчики и гости канала, сегодня хотела вам показать два вот таких набора. Немножко поправлю, вот так разверну. Это, видимо, называется болгарский зачин. Название я не знала. Ради того, чтобы вам показать, в общем-то, немного поискала в интернете. Кажется, он называется болгарский зачин. И вот такой способ, который я чаще всего использую для набора резинки 1 на 1 и 2 на 2. Этот способ я чаще всего использую при наборе шапок. Для резинки 1 на 1, 2 на 2 очень хорошо подходит. Также, в общем-то, возможен любой набор, который вам нужен. Если вы посчитаете, что он подходит, можете использовать. Значит, укладываем как при классическом способе, вот таким образом, нить на левую руку. Набираем 2 первых петли обычным способом классическим. Далее меняем расположение нити на большом пальце и набираем одну петлю как бы изнутри. Подтягиваем. Сейчас смотрим, у нас образовалось 3 петли, одна одиночная и 2 в группе. Видите, они затянуты в группу 2 петель. Эта одиночная у нас будет либо кромочная при поворотных рядах, значит, либо при круговом вязании она будет участвовать в замыкании вязания в круг. Далее продолжаем. Одна обычная классическая, другая, сменив расположение нити на большом пальце. Затягиваем. У нас образуется группа по 2 петли. Одна классическим способом, другая сменив расположение нити. Затягиваем. Одна классическим способом, другая сменив расположение нити. Образуются группы по 2 петли. Почему я говорю, что резинки 1 на 1, 2 на 2 очень хорошо подходит этот набор. Обычным классическим способом, сменив расположение нити, как бы набрав изнутри. Одна классическим способом, как бы сменив изнутри. Вот таким образом. Если вам нужна сейчас кромочная, вы будете вязать поворотными рядами, вы набираете еще одну обычную петлю. Вот таким образом выглядит набор. Я, конечно же, провяжу немного резинку 1 на 1, покажу вам. Значит, какие особенности? Имейте в виду, что вот это вот, если вы вяжете поворотными рядами, да, у вас кончик нити останется вот с этой стороны. То есть лицевая у вас вот здесь. Сейчас мы переходим на изнаночную сторону. И я сейчас буду вязать изнаночную сторону. Поскольку я в изнаночном ряду, я должна знать, как расположены петли у меня должны быть в изнаночном ряду. Начинаю я с лицевой, то есть на лицевой стороне это будет последняя у меня изнаночная. Лицевая, изнаночная. В данный момент я вяжу резинку 1 на 1. Хорошо подходит также для резинки 2 на 2. Этот набор. И не только. Не обязательно это должна быть резинка. Если вы посчитаете, что вам подходит этот набор для какого-то другого рисунка, вы можете его использовать. Провязано сейчас несколько рядов резинки 1 на 1. Рассмотрите, пожалуйста, набор. Вот так он выглядит. Обратите внимание, что когда вы будете вязать по кругу, вам необходимо замкнуть таким образом. Естественно, если вы хотите, чтобы вот этот набор был у вас снаружи в итоге. Если вы вяжете с отворотом, то он должен быть у вас, естественно, внутри вязания оказаться при смыкании. Потому что потом, когда вы отворачивать будете, делать отворот, он, оказывается, у вас потом окажется снаружи. А изначально вы должны замкнуть и вязать вот по этой стороне. То есть вот этот наборный край должен оказаться у вас внутри. Если это без отворота, то замыкайте таким образом, чтобы вот эта сторона у вас была в той стороне, по которой вы будете вязать. Что касается поворотных рядов, собственно говоря, вы видите, что рабочая нить, вот она, вот рабочая нить. Лицевая у нас сторона там, где кончик слева. Вот это особенность. Что касается вот этого набора, наверное, крестообразного, я слышала, он называется. Также я еще сделала такой же образец, только с лицевой гладью. Видите, что выглядят они не одинаково. Выглядят они по-разному. Вот так выглядит резинка 1 на 1. И вот так вот выглядит на лицевой глади. А сейчас я покажу еще набор, который называется, если не ошибаюсь, я
болгарский зачин. А здесь будет использоваться двойная нить. Чтобы набрать петли этим способом, мы укладываем нить вдвое. И вот таким образом располагаем на левой руке. Первые 2 петли убираем вот этот кончик. Он у нас должен участвовать только в наборе на большом пальце. Первые 2 петли мы набираем обычным классическим способом. Затянули. Вот у нас этот кончик. Я его сейчас прижимаю к правой спице. И теперь мы перекладываем на большом пальце двойную нить вот таким образом и набираем петлю как бы изнутри. Сейчас вот у нас образовалось 3 петли. Давайте их рассмотрим. Вот эта одиночная петля будет либо кромочной при поворотных рядах. Если это круговое вязание, она будет участвовать в замыкании в круг вязания. Продолжаем дальше. Значит, здесь у нас 2 петли, которые образованы в группу и затянуты вот этой вот двойной нитью. То есть эта двойная нить, она участвует именно в затягивании. Петли стоят одиночные, то есть они не из двух, не из двойной нити. Эти петли у нас образованы вот этой нитью. Эта нить у нас двойная, участвует только в затягивании. Теперь продолжаем. Снова 1 петля классическим способом. Перекладываем, набираем 1 как бы изнутри. Снова у нас образовалась группа из 2 петель. 1 классическая. Перекладываем нить, 1 изнутри. 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 Вот таким образом набраны петли. Мы видим, что у нас здесь группы по 2. Вот так выглядит набор. Вы можете оставить вот в таком виде. Если вы хотите продолжить до самого конца, вы можете использовать дополнительную нить, продев ее вот в эту двойную, вот таким образом, и довязать до конца. Если вы оставляете вот таким образом, вы сейчас просто набираете 1 петлю, если это у вас поворотные ряды, просто классическим способом, не набирая 2 изнутри. Тогда вот эти вот 2 у нас будут кромочными при поворотных рядах. Если вы вяжете по кругу, эту петлю вы не набираете совсем. Все, вам нужно будет замкнуть в круг. Вот у вас эта петля для замыкания. Если при том случае, если вы хотите довязать до конца, в таком случае, вот вы протянули дополнительную нить и вяжете вот таким образом до конца. 1 классическая, поменяли расположение нити, 1 изнутри. 1 классическая петля, поменяли расположение, 1 изнутри. 1 классическая, поменяли расположение, 1 изнутри. 1 классическая, поменяли расположение, 1 изнутри. Вот, и сейчас мы видим, что у нас, видите, образовался вот этот кончик. Если вам нужна кромочная, вы ее вешаете. То есть, в принципе, вот до конца вы можете вязать, скорее всего, для того, чтобы вот именно вязать поворотными рядами. Круговыми, ну, вы ее не сможете уже повесить, естественно, она вам уже будет лишняя. Поэтому вот можете действовать таким способом при поворотных рядах. Все, последнюю петлю вот таким образом, как кромочную, вы сюда повесили. То есть добирать, как я вам показывала, когда кончик оставался, не нужно будет кромочную петлю. Теперь вы разворачиваете вязание. Вот у вас рабочая нить. И вяжете вашим рисунком. Например, изнаночные. И так далее. Сам наборный ряд вы видели.
Сейчас я провяжу несколько рядов и покажу вам, что получилось. Вот таким образом сейчас выглядит вот этот набор. Вы понимаете, что вязать начала я изнаночные петли, потому что была в изнаночном ряду. Лицевой ряд у нас, естественно, там, где вот так вот выглядит набор. И кончик должен быть справа. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Всего доброго, вяжите с удовольствием.